Асхат и Сауле. Это пара, которая смогла превратить маленькое хобби в успешный бизнес. Все началось, когда Сауле находилась в декрете, пекла торты на заказ, а муж Асхат помогал исцелять их клиентам. Никто тогда и не думал, что это превратится во что-то большое. Первая точка открылась в аэропорту. Маленькая, но уютная, она стала стартом их большого пути. Асхат делился в социальных сетях историями о том, как они начинали, и эти рассказы вдохновляли многих людей. Постепенно они открыли магазины в других городах, и Happy Cake стал известен по всему Казахстану. Через 10 лет они решились на новый шаг – открыть свою первую точку в Соединенных Штатах Америки. А в целом, что вам нравится именно в Остине? Техас-то все-таки ассоциируется с какой-то степной местностью, чуть ли не пустынной. Кактусы, пустыня, песок. А здесь есть горы, леса. Вот, смотрите. Круто. Ну, в Остине, кстати, в Остине много айтишников, много инженеров. Это Остин, это не край нефтяников и животноводов. Ну, плюс здесь много творческих людей, много галерей в городе, живой музыки много. Асхат, а почему вы решили в Америку переезжать? Это такой комплексный вопрос, он же, ну, все-таки мы по бизнесу переехали сюда. Бизнес в Казахстане. У нас кроме Happy Cake бизнеса нету, только Happy Cake. Когда только появились первые результаты, я подумал о том, что надо бы все-таки попробовать сделать серьезную компанию с Казахстана, которая пошла в мир, которая сделала прям такое имя. Наша задача же не просто вообще как человека в этом мире, не просто жить и кайфовать. Мы в Казахстане открылись во всех городах. Нам нужно было в любом случае делать этот шаг куда-то, чтобы совсем там не с ума не сойти, чтобы слишком рано на пенсию не выйти. Потому что с самого начала у нас были планы сделать Happy Cake, сделать его, максимально довести до туда, насколько нас хватит. И второе, это такая уже человеческая миссия. Мы довольно активны в таком, знаете, быть полезными в обществе, поддерживать школы, каких-то малоимущие семьи. И каждый раз, когда мы приезжали сюда, вот я с Сауле, я приехал в тот раз, и Сауле говорю, казахов очень много уже, студентов много тех, кто делает первые шаги вообще в целом во взрослую жизнь здесь. Но нету таких вот сильных бизнесменов, таких, которые скажут, айгачу, ребята, я здесь, если что. Я увидел свою миссию здесь, в том числе и в этом. Потому что просто делать бизнес ради того, чтобы богатеть, становиться круче, покупать себе еще более дорогие вещи, неинтересно. Это было неинтересно в Казахстане. Мы начали заниматься благотворительностью активно. И это неинтересно здесь, на мировом уровне, потому что хочется быть полезным прям до конца. И это в том числе именно в таком, в классическом, исламском, мусульманском понимании. Вот, Happy Cake, Америка же, она вот такая вот история. Gold's Gym, первый просто на open air gym был на Венес-Бич в Лос-Анджелесе. Эти истории меня жестко мотивируют. Что такое возможно, что это все начинается. Вот там, только что мы проходили, там был офис Enterprise. Это тоже семейный бизнес, там мужик начал сдавать свою машину. И вот сейчас у него там огромная корпорация по всему миру. Да, по-другому никак. Это часть мечты человека. Говорят, это понятно, что избитая фраза, да, мечтаю, у тебя все получится. Но мечта — это же жесткая энергия. Мечта — это, с одной стороны, дуга Всевышнему. А если мечта тебя не толкает поехать в плохие условия, в некомфортные условия, то, значит, такая у тебя мечта. Да, поэтому нужно мечтать. Мечтать так, чтобы эта мечта у тебя
тебе не давало утром спать. Да, у меня основная мотивация сделать такой бизнес, который с удовольствием и очень достойно, грамотно передать детям. И при этом не только я, но и чтобы мои франшизные договоры, они тоже передавались по наследству. У нас же такая тема, мы франшизу даем только семьям. Мы не даем это одиночкам или еще что-то. Нам важно, чтобы это был семейный бизнес, чтобы присутствовала энергия как мужская, так и женская. И чтобы дети росли, видя, как мама с папой делают этот бизнес. И у нас практически все франчайзи именно вот такие истории. Hoş geldinler Timike. Три школы в разное время начинаются. Получается, младшая школа, начальная, в 7:30 она должна быть там. А потом вот старшая школа. У тебя вот сколько? 8, да? 8:15. И средняя, она еще до сих пор спит. Потому что у нее в 9 начинается. Твой рюкзак у папы? Ау. Не, ну сегодня теплее. Мы вчера так замерзли. Нет, вчера холоднее было. Да? Застегнись, чтобы не замерзли. Я слушай, говорю. С детьми у меня, если честно, только-только выстраиваются правильные отношения. Потому что вот мы сюда переехали, в Америку, мы больше стали с детьми общаться. Когда в Казахстане, я же говорю, они либо с кем-то встречаться, либо в офисе, работа. Ну, то есть у тебя постоянно какой-то движняк. И ты домой приходишь, иногда у меня дочка, особенно средняя моя дочка Дарья, там как-нибудь сидим, там завтракаем в субботу. Она говорит: пап, ты знаешь, да, что последний раз я тебя видела в понедельник? Говорит, мы в одном доме живем, наверное. Я вспоминаю, действительно. Я в понедельник только их видел, и вот в субботу мы общаемся. Марьям, а тебе больше нравится на скулбасе? Или когда мы тебя отвозим? На скулбасе. Да? Оля, как вам Америка? Америка очень хорошо. Мне здесь нравится. Да, в принципе, мы же каждый год на каникулы так вот просто в течение года по несколько раз приезжали. Мне здесь, в принципе, нравилось. Ну и страна такая, она, как сказать, тут несложно привыкнуть, тут же каждый сам по себе, люди из разных стран, в общем, такой микс. И поэтому нету ощущения, что ты где-то в чужом месте, тебе не показывает, что ты не отсюда. У нас Марьям скучает больше всех по Казахстану. В последнее время у нее вот это появилось. До этого что-то она не говорила, а сейчас вот постоянно говорит: хочу в Астану, давайте полетим в Астану. Марьям, ты что, скучаешь, что ли? Да. По кому больше всего скучаешь? А снег? По Астане? Шану, давай, хорошего дня тебе. Я тебя люблю. Пока, малыш. Пока-пока. И вам тоже пока. Пацанчик тут в шоке. А, да? Ну, дети, им главное, чтобы там, где мы. У нас же была идея, что они там будут доучиваться. Потом вот мы полгода так пожили, и мы поняли, что это не вариант. Все-таки семья должна быть вместе. Потому что ты не можешь здесь концентрироваться ни на чем. Каждый раз у тебя все равно такое ощущение, что что-то не хватает. Поэтому мы летом поехали. Там тоже слезы были. Но в итоге, в общем, мы их забрали сюда. У меня сейчас младшая учится в elementary school, средняя учится в middle school и старшая учится в high school. У нас сейчас опыт всех возможных public schools в Техасе. Как тебе в американской школе? Классно. Классно? Что тебе нравится в американской школе? Потому что много разных людей, дети, капец, все разные. Да? Классно, классно. А в Казахстане сколько училась? А? В Казахстане ты училась в школе?
Да. Я сейчас в 8 классе. Бывает иногда, все равно, когда ты был очень активен в Казахстане, постоянно какие-то выезды, постоянно что-то, и ты здесь пришел, приехал и такой дома, домашний. Сначала непривычно, в какой-то момент тебе этого не хватает, как будто бы такие ломки. Думаешь, блин, что-то надо создавать, что-то. Но здесь все равно я как-то мы уже начали там, с ребятами собираемся, какой-то бизнес-клуб открыли, что-то еще. Но какой-то движняк все равно уже есть. Уже не так тоскливо, как раньше, как первый. Вот в начале вообще, я когда никого не знал здесь, да, было тяжело. Но до апатии не доходило. Вот ты правильно говоришь, когда семья рядом. У нас с супругой такие отношения сложились. Я благодарю Всевышнего за супругу, за вот эти отношения, за то понимание, которое у нас возникло между нами. Мне, допустим, если она рядом, мне вообще никто не нужен. Ты тоже будешь fat and drink, да? Или Какой взять? Или вот этот? колу? Важная деталь в нашем бизнесе, что это семейный бизнес. Как я говорю, женская энергия. Вообще, женские дуа, женскую молитву, мне кажется, мы еще очень сильно недооцениваем. Как мужчина, вообще как общество. Почему я говорю, что, допустим, я своим друзьям постоянно говорю, очень важно дарить хорошие, такие добротные, если у тебя позволяет, твои финансы позволяют, то ты должен дарить хорошие, добротные подарки. У женщины должна вот это вот включаться чувство удовлетворенности жизнью, мужчиной, семьей. И тогда у тебя реально и в делах попрет все. А как вы относитесь к тому, что вот вы все видите через призму, вот вы видите все через призму ислама, да? Да. Но многие мусульмане подвергаются невежеству и совершают очень такие, не мужские поступки, да, не мусульманские поступки по отношению к женщинам. Поднимают руки, очень много, это же есть же. Ну вот ты же сам сказал, они позволяют себе невежество. Как в исламе? В исламе ты защищаешь, ты как мужчина, ты должен быть человеком, который просто огородил своих женщин, которые у тебя в жизни, от всего плохого, от всего, ты просто для них как скала. Если ты не выполняешь, а наоборот, еще больше создаешь проблем для своей жены, для женщины вообще, для женщин в твоей жизни, то вот значит такой ты мусульманин. One cappuccino and oat milk. Cappuccino what? Oat milk cappuccino. Oat milk? Yeah. What size? Medium. Medium. Что, сюда за большой сядем, да? проверить? Да, вот сюда. Sorry. Как вам в целом десерт в Америке? Десерты в Америке скучные, честно говоря. Они, знаете, просто сладкие, такого какого-то яркого вкуса нету. Какие-то тяжелые крема, в общем. Мы очень скучаем по нашим тортам. Будем здесь теперь печь наши торты. Начиналось просто с домашней нашей кухни, поэтому сказать, что там чему-то училась, нет. Это все было интуитивно, все пекла на заказ. Это было просто такая непонятно вначале, что из этого получится. Но я же понимаю, что мы как спешак открываем, то есть как спешлти кофейню, да, открываем. То есть концепция завязана на кофе, плюс-минус, да, и вот такая история. Правильно же? На кофе, на десерты. Вообще у нас десерты, мейджор. Кофе, да, мы тоже должны хороший кофе подавать. Да, мы, получается, в прошлом году сначала приехали, по туристической визе были здесь. Искали помещение, юрлицо открыли. Вот, и
Ну, правда, не смогли мы тогда найти хорошее помещение, то, что нам нравилось бы. В этом году вначале еще раз, ну, вот, заехали уже по бизнес-визе. Вот. И тоже вот все это время в поисках постоянно смотрим. И вот только в сентябре получилось более-менее несколько помещений нашли, подходящих нам. И вот выбрали одно. Сейчас вот над ним работаем. Чем вам это помещение понравилось, которое вот вы выбираете? Во-первых, оно уже было как кофейня. Там была кофейня до этого. И оно какое-то время вот стояло, и пока, походу, нас ждало. With the new stuff. Oh, it's in the other warehouse right next door. Y'all want to go over there and take a look? Ага. Here is a one display, yes? Like all of this is in the auction. So if you want any of these items, they're in the auction. I can't pull them out right now because they're being auctioned. Well, why it's auction? What? What Is is it- auction? This is used, yeah? Yeah, Or- all of that is used. You want new things? you have new of them? I think so. А вот маленький, да, фрезер такой, как рабочий стол его можно. Ага, Arctic Ocean. Я так понял, он даже по ценам не сориентирует, да, нас? Да, она, видишь, вообще ничего не знает. Она говорит, я только показать могу. Сейчас получается, ну, Вот это это уже фрезер, ага. морозильник. Ага. Это морозильник, тоже рабочий, смотри, видишь? Угу. Здесь, допустим, печи, которые мы в Казахстане берем за 4 миллиона, 4,5 миллиона, а здесь они стоят, ну, как минимум 17-18 тысяч долларов. Ну, практически в 2 раза дороже. Рабочие столы, допустим, казахстанского производства довольно ну, такие мощные столы. Ну, мы берем там за 70-80 тысяч тенге один стол, там, 1,5 метра. Здесь он может стоить 2000 долларов, 1500-2000 долларов. Yeah, that's super cool. When are you planning on opening up? We are planning to start our business in this year. Really? Yeah, maybe like late November or early December. And what food? What are you cooking? It's mostly desserts. Really? Yeah, the cakes and short like cupcakes, just regular cakes and coffee. Wonderful. Yeah, that's beautiful, especially for out there. Happy Cake. Our name is Happy Cake. Really? Yeah. Oh, yeah. We'll Brandy. be looking for you. That'll be great. Ну, мы сейчас как будто вернулись в то время, когда только-только начинали. Сейчас заново, сами все будем. Это такой челлендж конкретный, да? Ну да, мы уже несколько лет как активно не делаем уже своими руками. Сейчас прям интересно. Тут же еще рынок совсем другой. Если там-то мы хоть понимаем вкусы людей, а здесь абсолютно все другое. Тут прям, ну, действительно поработать надо будет. Нет, в этот раз мы не успели заехать. Вот я говорю, нам отдельно надо будет все-таки в Даллас, Хьюстон съездить, посмотреть, что там есть. В любом случае. Ну, там побольше должно быть, да. Ну, допустим, та, как она нам подходит? Вот Та, которая стоит. та новая, которую он... Да, вот там стоит. Нет, там, которая стоит, вот Двойная, внизу которая вот напитки. внизу напитки, Ну, сверху вот две. это Ага. Сверху из десерт. офис Tesla. Да, So да. you said the new one, almost new one, was from Tesla office? So it was like a Вообще, в целом у нас такое, как бы, мы Yeah. с самого начала, со всеми, с кем мы работаем, вот, во-первых, мы не работаем с людьми, которые, ну, абсолютно чужие нам, допустим. Вот дизайн, допустим, мы делаем. Для меня важно, чтобы это был человек с душой, который вот сейчас вот Жанна, у нее семейная, там, приехали здесь, муж учится, она при этом там очень крутая дизайнер московская, там, кучу ресторанов, кофеин запускала. И вот для нас важно было именно вот эту историю, то есть не какую-то крутую там дизайнерскую контору нанимать, чтобы это был человек, живой человек, ездил с нами. Все наши эксперты, с кем мы начинаем работать, они становятся нашими друзьями потом, в итоге. Для нас это очень важно. Вот то же самое ты, Рана. Асад, зайди, пожалуйста, канат там в каком-то месте сфотографировать хочет. Между вами будет чуть-чуть. Место бы.
Не знаю. Завтракаем. А? Дома? Нет, где-то отдать. Нет, нет. Поедем, да, в сторону Бикеева. Как так? Как вы пережили последние события в вашей семье? Да, это было сложно. Я был в Казахстане, у нас было десятилетие компании. Мальчик вроде как, все УЗИсты подтвердили мальчик. Но я до последнего буду просто, чтобы не сглазить. Я поехал туда, она должна была родить вообще в конце сентября. Я поехал в конце августа, ну и я думал, окей, ну даже если чуть раньше родить, ну там, навряд ли на месяц раньше. Может быть, на неделю, а я должен был уже в начале сентября вернуться. И он родился, он вроде бы как вначале сказали, все окей. Сын родился, я обрадовался. Я сразу перебил все билеты, сразу в этот же обед мне, я там как раз был вылет, я вылетел. Я уже в аэропорту, мне Сауле написала, что его положили на аппарат. Ну, вроде сказали, ничего страшного, такое бывает. Не до конца развились легкие. И вечером, вот, в этот вечер был такой очень сложный вечер был. Потом нам уже на следующий день доктора рассказывают, капилляры какие-то не до конца раскрылись. Ну и вот потом он на следующий день, вот он еще, получается, после этого кризиса, после тяжелой ночи, еще буквально там часов 8 пожил. Потом нам доктор сказал, что ну, вот, все, мы сейчас, ну чем дольше он лежит, тем больше мы его умучаем. Говорит. Но самое лучшее, что мы можем сделать для него, это отключить от аппарата, дать его вам на руки, и он еще где-то час проживет. Но хотя бы этот час он будет чувствовать вас. Вашу любовь, ваше тепло, вы его почувствуете, потому что как он родился, мы его не держали в руках. Фатих. Он лежал, ему было прям тяжело, и потом в какой-то момент последний вдох сделал. Прям с голосом. Пришел доктор, зафиксировал смерть. Мы его похоронили. И буквально вот там 40 дней не прошло, мы нашли помещение, начали уже договариваться. Раньше все равно, когда мы здесь были, ходили вот в течение этого года, как будто бы в любой момент мы готовы были сорваться, там, поехать в Хьюстоне искать, поехать в Далласе искать. Появилось, знаешь, вот это понимание, что Аллах не просто так нам это все послал. И мы здесь как будто бы забили какую-то сваю, какой-то такой флаг поставили, условно, в Остине. Он как будто бы нас посадил и сказал, все, ну хватит уже, что вы там, давайте начинайте уже работать. Вот так мы завтракаем каждый день. Что ты любишь ты так? Мы, получается, после пандемии в декабре, по-моему, открылись границы американские, и мы в январе, в первых числах января с Ауле полетели в Нью-Йорк. В пустой Нью-Йорк, ничего нету. И тогда вот у меня есть видео, там я один стою посреди Нью-Йорка, с Олей снимает, и вокруг вообще никого, ни одного человека. Хотя в 11 утра это было. Я думаю, вот мы сейчас с Олей ходим, там все, ну практически каждое помещение, в каждом здании есть помещение for lease, все сдается. Тогда почему-то еще даже мысли не было, что мы приедем. Хотя вот прошел год, и мы приехали, да? Угу. Тогда могли бы на очень выгодных, на очень крутых условиях взять, в принципе, практически любое помещение. Можно было там кофейню открыть. Ну, вот так, что не случается, все к лучшему, Алраса, я думаю. А тоже, да, типа, проблемы? Типа, ну, экспериментальные, все получают. Я на себе тоже. А что там у вас с этими, с помещением? Вчера что-то какие-то новости вышли. Ну вот там, в общем, странно повел себя владелец помещения. Попросил поставить на паузу наш процесс пока.
Его что-то не этот... Ну, видимо, что-то не... Либо в нас не устроило, либо он там кого-то еще нашел. Сейчас будем смотреть. Ну, в том же районе. Сейчас посмотрим еще пару помещений. Вы же вчера только говорили, что все вроде хорошо, вот. Ну вот мы вчера как раз с тобой сидели, обедали, и мне пришел имейл от него, от риэлтора. Риэлтор тоже в шоке с их стороны. Я, говорит, ну я понимаю, что это абсолютно неэтично и неправильно, непрофессионально, но так уж повел вот владелец помещений. Расстроилась, да. Ну, я прочитала это письмо, сильно расстроилась. Потому что мы-то уже ходим, и уже и дизайн продумали, уже оборудование подбирали туда. А тут получается так вот. Ну, мы прям уверены были, что все, мы уже на стадии подписания договора. Вот. Мы вот сегодня сейчас будем забирать постеры, coming soon, вот эти вещи там на окна наклеить, что вот скоро. Такие яркие, красивые постеры сделали, ровно под именно их окна. Да. Ну что-то он прям жестко сделал, да? Я не думал, что он прям так будет делать. Да, Алина? Да, Асхат, Да. посмотрели эти два Да, мы посмотрели, мы где-то ближе к 11-15 туда. Сначала проедем на 620, которая Бикейв. Мы обе проедем. Вы мне пока скиньте, пожалуйста, в WhatsApp коды замков. Вот Алина, про которую мы вам рассказывали. Алина Гипс. Алина Гипс. Да. Алина, говорят, это ваш факап. Ваш факап. Да? А 190 тоже есть, да? Да. А, нет, 190 это парикмахерская. А, вот это может зайти. Здесь сразу вот отмечаем, смотрите, здесь Shipley Donuts. Сразу. Там, где донаты, там, значит, и кофе тоже есть. А что здесь было? Получается, здесь нету только слова, а вообще считается как second generation. Угу. Вот здесь одна проблемка. У них здесь 4 owner, Здесь? да, и они очень тяжело отвечают. Даже вообще. Во-первых, риэлтор сам практически никогда не отвечает. И чтобы принять какое-то решение, потому что у меня клиенты смотрели для нейл-салона, и они, мы отправили LOI, и они потом отказались, потому что не отвечали. Ну, вот это помещение, оно для нашего, вот под концепт просто без посадочных мест продавать торты, просто идеально. Это все производство, здесь поставил витрину и продаешь. Ну, сделал хороший ремонт. Но концепт рискованный, да? Концепт рискованный. Нет, если здесь, то в любом случае кофе уже не сделаем. Если здесь, то это будет десерт-шап прям такой классический. Но видите, вот этот Shipley Donuts, мне кажется, даже десерт-шап для них это будет restriction. Здесь в Америке такая тема. У нас же наоборот, если, допустим, где-то открылся цветочный салон, в Астане есть такой пятачок, раньше все туда ездили, потому что там 20 цветочных салонов, открыли свои бутики, и у всех все хорошо, потому что, ну, если тебе нужно гарантированно купить хорошие цветы, ты по-любому на этот пятачок едешь. А у них наоборот, у них это вообще, они как концепт это не воспринимают. Они говорят, если есть один кофешоп, то там чуть ли не в радиусе мили не должен второй открываться. Если есть какой-нибудь бейкери, все, там бейкери сюда не заходит, короче, вот так. Да. И я даже боюсь, что, вот, допустим, мы скажем, кейк-стор будет, а здесь донатс. Они могут из-за этого донатс там не позволить открыть кейк-стор. А есть уже ощущение, что Ости стал домом? Домом, да. Сейчас дети здесь. Есть ощущение, что мы дома. У меня этой весной было. Я очень хотела в Казахстан. Прям вот сильно. Съездила, 3 недели побыла, так хорошо стало. Надышалась родным воздухом. А сейчас все, в принципе. Когда дети рядом, хорошо уже. Все это время было такое, как будто бы
Мы еще здесь не бросили якорь, как будто еще не до конца все. Еще ясно. А сейчас вот уже точно, да. Точно здесь. Ну, во-первых, дети рядом. Действительно, у нас прошлый год был такой, что мы сами здесь, а дети там, наши старшие дети. Как будто что-то не до конца здесь у нас вот это, ну, на душе какой-то всегда был вопросительный знак. А сейчас дети здесь, вся семья здесь. Плюс у нас вот мы сына, говорю, здесь недалеко похоронили, и все, как будто бы это точно здесь уже все, мы здесь должны находиться. Ну, как минимум база здесь. Вот это вот буквально недавно произошло. Как день прошел? Хорошо. Хорошо? Что было интересно? Ничего такого интересного не было. Не было? А ты с мальчиком этим по поводу проекта уже обсудила, да, тему? Тему, да. Ты предложила свою тему? Я на него тему там согласилась, потому что ему не понравилась моя. А мне понравилась его, потому что я вот эту хотела выбрать, но я потом вот эту увидела. А, да? А какую тему выбрала? Make your own drone. Own что? Drone. Это что такое? Это, я не знаю. Что, мам, я не знаю. Окей. Я потом посмотрю в переводчике, что это такое. У нас сейчас 4... Сколько сейчас время? 4:20. 4:20? Мариам же маленькая еще, 7 лет. Она очень много к себе внимания требует. В общем, мы с ней очень много времени проводим. Здесь Старшая дочка. хорошо, все. Я так понял, все внимание Мариам видят. Да, у них же разница у Дарьи с Айсловой маленькая. 2 года, и они такие, как две подружки. У них сейчас секреты от меня, а мы с Мариам. Мариам все время со мной. Вот, по субботам у нас казахская школа. Мне больше Заходи. Ну и сейчас я уже об этом могу говорить. Конечно, ком подступает к горлу, если я начинаю говорить, но уже могу. Буквально это вот, знаете, недавно началось. А так до этого и вообще я прям ни с кем не обсуждала, никому старалась ничего не говорить. Я очень сильно в себя ушла. Ну, сейчас нормально, я приняла, живу с этим теперь и все. У нас Мариам сейчас почему-то начала по этому поводу очень часто сейчас плачет. Говорит, я была бы хорошей сестрой. В общем, она, видимо, в какой-то момент меня поддерживала. И, в общем, не сильно расстраивалась на самом деле. А сейчас, видимо, видит, что меня отпустила. И она сейчас начала почему-то страдать. Ну, в Остине прошло 2 года моей жизни. В 2 года мы пытались найти помещение. Но в какой-то момент мы уже поняли, что Остин — это не тот город, который можно взять с наскока. Нам действительно нам нужно было решать. Да, открываться там, где попроще, и, возможно, возвращаться в Остин уже с каким-то первичным успехом в Америке. И там все одно на одно наложилось. Мы там снимали дом,
подходил конец периода аренды этого дома, нам нужно было искать новый. В Остине мы что-то не нашли такой дом, подходящий под наши требования. Мы потом, таким естественным образом посмотрели в сторону Хьюстона. Где-то 3-4 выходных подряд мы приезжали сюда, смотрели дома, сначала в аренду, потом тоже не нашли, потом смотрели, может быть, на продажу есть какие-то дома. Ну и вот таким образом мы переместились в Хьюстон. Параллельно мы смотрели помещения коммерческие, и уже тогда мы поняли, что здесь огромное их количество, что здесь такой проблемы, как в Остине, в принципе не существует. Здесь каждый лендлорд, каждая управляющая компания, она прям буквально держится за любого кандидата, который приходит и обращается за помещение. Я думала, как Отлично, вот это стало, Happy Cake сейчас стал штаб-квартирой казахов в Хьюстоне. В любой непонятной ситуации ребята здесь собираемся, сидим, общаемся. По вечерам здесь тоже такой вайб свой казахский. Контейнер дать? Ну пока казахский, сейчас потихоньку, 15, 20, 30% уже иностранцы тоже заходят. Растем. Отлично, классное открытие. 250 человек было на открытии. Мы сами не ожидали. Ребятам рассказали, что вот открываемся. Ну хорошо, у нас же наши ребята-блогеры поддержали нас, приехали. Многие на них пришли посмотреть, сфоткаться, пообщаться. Ну что ж, друзья, мы находимся с вами в Америке, город Хьюстон, район под названием Шугарленд. Я привез муравейник, и сейчас я повезу его вот туда. Посмотрите, какая красота! Happy Cake там и Happy Cake здесь. Мэр же тогда сказал, что я очень удивлен количеству ваших соотечественников здесь, потому что мы как-то даже не знали, как будто бы там голос казахов, он не сильно был слышен. А сейчас, когда вот открылось заведение казахское, и когда мы видим такое количество людей, мы понимаем, что, оказывается, это прям полноценная комьюнити у вас есть. Это на самом деле важные слова, потому что комьюнити оно есть, но если о нем не заявлять и его не показывать, то как будто бы его и нету. Поэтому вот мы сейчас делаем первые шаги в том, чтобы заявлять об этом, показывать, что мы есть, что мы что-то можем здесь, что у нас есть свои планы, есть вообще, что мы становимся какой-то силой экономической, как минимум. Да. То есть это не очередной донат шап, да? Да, это абсолютно, это такое, это символ. Ну, я так вижу. Ну вот, да, для казахов вообще кайф. Здесь СНГшные казахи, вот турки, всем нравится Happy Cake. Американцам, надо смотреть, да, они привыкли больше к напиткам. Такие заведения обычно продают, кофе, там всякие чаи. Наверное, осетки тоже будут это смотреть, учитывать требования, там, спрос местных. Здесь тоже наши ребята. Тоже все почти с КТЛ. Что там, до сих пор? Кешеге все уже забыл. Я до сих пор еще. Торт для ужаса. Да, завтра International Day. Мы Казахстан будем представлять. Ужас, ты же просто сказал привет передать еще. За тортом? Да, я вообще случайно не планировал. Я удивился, когда пришел. Случайно тоже. Самое популярное сейчас только вырисовывается из того, что вначале, конечно, они пробовали только красный бархат, морковный, то, что они знают, наверняка, в общем. Сейчас у нас самый популярный, это вот в Казахстане ханшим торт, он у нас Red Berry называется здесь. Вот. Черный лес, я смотрю, тоже очень стал сейчас в последнее время популярный, медовый. Медовый, в основном турки, арабы очень любят. А так вот среди таких вот прям американцев белых, черных, это вот в основном красный бархат, морковный, Red Berry cake. Yeah, okay. What's your name? My name is Enes. Enes, where are you from? I'm from Turkey. Are you from Turkey? Yeah, I'm coming from Boston. You came from Boston. Yeah. How you heard about it? I have one friend who lives in Kenya. His name is Aidar. And he told me one of my friends had you opened recently, I think, here. And he told me they have good cake and drinks. Just I came to visit with my family here.
Thank you very much. No, I'm not working. We have a small restaurant in Boston. We are doing Turkish shawarma döner. We opened their restaurant. We need one in Sugarland, no? Shawarma döner in Boston? Yeah, in Boston. What's the name of it? Istanbul döner. Istanbul. Thank you very much. Nice to meet you. Скучаете по дому? Ну, уже почти 3 года, как мы тут, больше, чем 2,5 года. Сказать, что по дому скучаю, честно, уже нет. Уже привыкла здесь, дом уже здесь. А так родители, у меня родители там. Вот. Я что-то давно в Казахстане не была, уже хочется поехать к родителям. У меня сестренка там, семья ее там. Вот. Подружки мои там, вот по ним скучаю. А сказать, что там вот хочется домой, такого уже нету. Дом уже здесь. В любом бизнесе, да и не только в бизнесе, в целом, и по жизни, наверное, и в личностном развитии, и где-то в интеллектуальном, важно обнуляться, уметь обнуляться, потому что ты достигаешь какого-то предела, достигаешь какого-то потолка, возможно, либо, ну я не знаю, ты достигаешь вот какого-то действительно каких-то границ, и дальше непонятно, в какую сторону двигаться. И вот такой переезд, и новые какие-то грани, новые горизонты, которые открываются перед тобой после переезда, после осознания того, что новый рынок, новая страна, новые реалии, новый менталитет. И те 10 лет, которые уже прошли, которые позади, 10 лет, 150 локаций, какое-то количество франшиз, это все не то чтобы перечеркивается, но это все становится таким маленьким перед тем, что перед тобой огромный рынок, и ты опять становишься как будто бы как в первый день. Как будто бы вот только новые задачи начались, вот только мы, оказывается, в самом-самом начале. И ты думаешь, вау, как круто, как хорошо, что мы на это решились. Вот этим хотелось бы завершить. Все, идем? Ну, мне кажется, это слишком постановочная картинка.